Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики и, конечно же, гости канала. Зовут меня Женя, для тех, кто в первый раз на моем канале. И вы на канале «Счастье в нас самих», где на сегодняшний день есть такое количество ответов на вопросы, что я даже не могу сегодня и подумать о вопросе, на который вы не сможете найти ответ на канале. Ну и, конечно, на канале большое количество практик, ритуалов, саблиминалов, медитаций, которые могут помочь вам изменить свою жизнь, улучшить свою жизнь. Если вы можете это делать сами, пожалуйста, но помните, что все у вас в мыслях. Ваши мысли материальны. Мысли действительно материальны, и от того, куда направлено наше внимание, вот то, куда мы, на чем мы концентрируемся, то и происходит. Даже очень часто бывает, что вроде бы хотим мы одного, но концентрация у нас идет на чем-то другом, и происходит что-то другое, то, на чем мы концентрируемся. Сейчас прогноз на апрель, точный прогноз по знакам зодиака. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Помните про ваш акцендент. Акцендент, да, влияет на нас, и, соответственно, влияя на наше внутреннее состояние, он влияет на наши мысли, на наше настроение, на то, что с нами происходит, если мы идем по причинно-следственной цепочке. И, соответственно, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Ну а также в этом месяце мы вернулись с моей учительницей к съемкам вдвоем, в тандеме. И уже выпустили 2 видео прогнозов. Один из них это по группе крови. Кстати, по группе крови это тоже очень точный прогноз. Хотя все прогнозы точные, все же зависит от вас, от вашего принятия, от вашей интуиции. Общие расклады только от этого и зависят. Так вот, японские ученые уже доказали, что группа крови влияет на наше состояние, и, соответственно, от нашего состояния зависит ход наших мыслей, и опять мы возвращаемся к действительности. Поэтому обязательно посмотрите прогноз по группе крови, где мы предсказываем с Аленушкой Ариес. Я ссылочки выложу вверху, в правом углу видео, вы сможете перейти, и под видео тоже вы сможете перейти и посмотреть эти прогнозы тоже. А второй прогноз, это такое более игривое название. Выбери чашку и узнай, что будет в апреле. Тоже интересный прогноз, поэтому советую его тоже посмотреть. В конце видео одна карта дополнительного совета и исполнения желаний. Вот тут нужна ваша помощь. Напишите, пожалуйста, я сегодня выложу только одну карту, поэтому напишите, пожалуйста, если вам больше нравится, когда только одна карта совета и исполнения желаний, или вы все-таки предпочитаете, чтобы на каждый знак зодиака была карта на исполнение желаний и дополнительного совета. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше мы улыбаемся, тем больше причин для улыбок мы получаем. Ну и, как всегда, по одной карте на каждый знак зодиака. И, конечно же, простите, пожалуйста, сохнет горло, а я забыла воду взять. Так что иногда буду покашливать.
и общий совет для стихии. Ну что, начинаем с Овнов. Посмотрим, что же самое важное для вас, мои дорогие Овны, в апреле. И, конечно же, первое, что хочу сказать, это месяц, когда вы будете более-менее уверены в ваших силах, уверены в том, что вы все делаете правильно и получаете адекватное вознаграждение за то, что вы делаете. Тут довольно-таки все будет проходить спокойно. Для вас это не... Простите, пожалуйста, я все-таки переснимать не буду, потому что уже чувствую энергию карт, поэтому переснимать не буду, но пришлось все-таки сходить и взять воды. Так вот, все будет немножко не так быстро и продуктивно, как вы это хотите. Вы все-таки огоньки, особенно Овны, вы очень быстрые, вы быстро принимаете решения, и, соответственно, вы хотите все сразу и вчера. Нет, тут этого не будет. Кстати, могут быть ситуации, в которых вы не сможете делать все сами. Придется просить о помощи. Мало вижу. Вот из того, что я сказала в самом начале, это первое, что пришло, первая картинка, что пришла, что материальная помощь, скорее всего, вам не будет нужна. Вам нужна будет другая помощь. Вам надо будет помочь в каком-то проекте, помочь в каком-то деле. И эта карта говорит о том, что просите, и дано будет вам. Просите, и вас услышат. Вы получите, соответственно, ту помощь, которую вы хотели. Простите. Вот. А насчет того, ведь это карта взаимопомощи еще. Насчет того, что оказать кому-то помощь, да, вас будут тоже просить о помощи. И, конечно же, было бы здорово, да, помочь, потому что всегда, знаете, как по законам Вселенной, вы помогаете чуть-чуть, а возвращается вам эта помощь в многократном размере. Единственное, что я всегда предостерегаю от именно финансовой помощи, что значит предостерегаю? Я всегда говорю о том, что если оказываете финансовую помощь, то лучше всего дать ту сумму, без которой вы сможете прожить, даже если вам ее не вернут, комфортную сумму. Иначе вы подвергаете себя стрессу и волнениям, потому что вы будете ждать возвращения долга, и, соответственно, это какой-никакой все равно стресс, и вы будете отдалять возвращение долга, и это, конечно, не очень хорошо для вашего внутреннего состояния. Подумайте об этом. Ну, а сейчас мы смотрим Львов. Вы уж простите, да, что-то я сушит горло, много сегодня разговариваю. Ну, а у вас, мои дорогие львы, все будет так, как вы хотите. Вы уже подходите к какой-то средней полосе, имеется в виду, в достижении чего-то. Вы стремитесь к чему-то, и вот уже почти половина пути пройдена, и вы уже начнете видеть результаты ваших усилий. Также эта карта говорит о празднованиях в апреле. В апреле будут свадьбы, будут какие-то юбилеи, будут какие-то именно даты, но не просто даты, а даты, которые довольно-таки важны или для вас, или для тех
людей, которые будут вас приглашать на все эти празднования. Здоровье. Здоровье должно радовать вас в апреле. Ну, я всегда говорю, что особенно для знаков, огненных знаков, не спешите вы и имейте немножечко терпения. Хотя для львов свойственно больше терпения, чем для стрельцов и для овнов. Но все равно я предупреждаю. Ну и тут еще, если не говорить о свадьбах и не говорить о других датах, улучшение отношений в паре только путем обоюдной работы над отношениями. Это четверка, это уверенная такая, знаете, мы говорим всегда на своих двоих. Это как, а стол стоит на 4 ножках, поэтому он стоит очень плотно. Это я привела пример. Поэтому только работая, чтобы это было уверенно над отношениями в паре, имеется в виду оба партнера, отношения можно улучшить. Стрельцы. У вас месяц встреч. Будет очень много разнообразных встреч. Это будут как встречи, связанные с отношениями, а так и встречи, связанные с работой. Знаете, старайтесь из каждой встречи извлекать что-то. Ну, если мы говорим о романтических встречах, то просто удовольствие тоже можно извлекать. А вот встречи деловые, встречи, где обсуждаются определенные вопросы, а их будет очень много. Старайтесь извлечь пользу из любой встречи. И при подготовке, особенно к деловым встречам, именно готовьтесь к ним, чтобы вы могли задать все вопросы, которые вас интересуют, и действительно получить то, что вы хотели. Потому что очень часто из того, что я вижу здесь, люди идут навстречу, понимая, что эта встреча деловая, и неважно, кому она нужна, вам или другому человеку, но все равно каждая ваша встреча в апреле может вам что-то принести. Принести какую-то пользу, принести какую-то информацию, принести какую-то помощь. И только вы можете, именно готовясь к этому, получить нужную вам помощь и нужную вам информацию. Особенно это касается работы, карьеры и бизнеса. Здоровье должно быть гармоничным в апреле. Еще о чем говорит эта карта, что больше удовольствия в апреле вам будут приносить проекты, в которых вы не будете делать все сами, а будете делать все в паре или в команде. Но, скорее всего, в паре, потому что это двойка. Поэтому подумайте, прежде чем какие-то проекты делать, может быть, все-таки лучше попросить еще кого-то, чтобы было более интересно и более продуктивно. Ну и общий совет. Общий совет говорит о том, что месяц апрель будет проходить в вашей энергии, но все-таки не так быстро, как вы бы этого хотели. Все будет происходить, потому что это всего лишь двойка. Ну а также не бойтесь в апреле строить долгосрочные планы. Как раз время и события будут в пользу построения долгосрочных планов. Ну а сейчас карта дополнительного совета и исполнения желаний. Поэтому загадывайте желания, задавайте вопросы, думайте о ваших целях и посмотрим, что же посоветуют нам послание стихий для вашей стихии, для стихии огня. Карта говорит о том, что легче относитесь к
тому, что будет происходить вокруг вас. Карта еще говорит о том, что в паре интереснее, чем в одиночку. И иногда именно розовые очки помогают изменить ситуацию и жизнь. Я не вижу, в принципе, никаких предостережений для стихии огонь. Вот все карты, что вышли, тут даже нет никаких подводных камней. И, соответственно, получается, что у нас все карты четные. Шестерка, четверка, и тут идет еще двойка, тут 3 двойки, шестерка, четверка и 3 двойки. О чем это говорит? Это говорит об уверенности. И это говорит о том, что в апреле очень хорошо улучшать отношения, как я сказала, помогать, если есть такая у вас возможность. И, соответственно, стараться не делать вещи в одиночку. Все-таки попытаться работать в паре или в команде. И это вот будет на пользу вам. Простите, что в начале видео никак не могла начать из-за того, что сухо в горле. Ну, мы же все люди, и я такой же человек, как и вы. Я, в свою очередь, желаю вам не только в апреле, а вообще счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души. Оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы хотите быть счастливы, будьте, разрешите себе быть счастливыми. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте колокольчик. Каждый день выходит видео на канале. Я не пропускаю ни одного дня. И чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик. Ставьте лайк, палец вверх. Это не только обмен энергией, это еще и помощь мне, моему каналу в развитии. А я же все делаю для вас. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.